Всем привет, друзья! Значит так, сегодня у меня просто шикарный рецепт тушеной картошки с мясом. По вкусу получается именно та картошечка с тем самым вкусом из детства, которую нам готовили бабушки, готовят мамы, подавали в столовых, в садах, школах и так далее. Тушеная картошка получается мягкая, нежнейшее мясо и густая ароматная подлива, в которой вот будут тушиться овощи и мясо. Это такое универсальное блюдо, его можно приготовить на обед, на ужин и даже на праздничный стол. Блюдо едят с удовольствием взрослые и дети, а по мне так это блюдо входит в список моих самых любимых. Давайте готовить. Овощи я заранее уже подготовила. Очистила 1,5 килограмма картошки. Картошку выбирайте мягких сортов. В рецепте нам также понадобится репчатый лук 400 грамм, 3 средние моркови, болгарский перчик такой сочный. Так вот, самый главный тоже ингредиент – это мясо. Мясо я взяла сегодня 1,5 килограмма тоже. Ну, если вы не любите в тушеной картошке много мяса, возьмите грамм 700-800. Мясо говядины. Зелень. Я сегодня буду использовать укроп, зеленый лучок. Также можно добавить в картошку петрушку, но у меня ее, к сожалению, нет сегодня. И лавровый листочек. Все стандартные приправы, которые требуются для этого блюда. Всю нарезку овощей и мяса я вам не буду показывать. Вот картошку нарезаю крупно. Вот на такие вот кусочки. Морковку кубиком. Вот, посмотрите. Морковку мельтешить не рекомендую. Она даст такую желтизну картошке. Лучше вот нарезать кубиками. Лук нарезаем мелко. Паприку нарезаю тоже кубиком. Укроп и зеленый лук буду нарезать мелко. И какая же картошка без чеснока. Я вот приготовила 2 зубчика. Чеснок придает особый аромат что картошке, что мясу. И вот теперь переходим к нарезке мяса. Мясо не мельтешим. Нарезаю такими кусками, как на шашлык. Ну, чуть-чуть поменьше, вот, посмотрите. Такое очень сочное мяско, свежее. И 1 кусок мяса у меня с жирком.
Для приготовления тушеной картошки рекомендую выбирать толстостенную кастрюлю. У меня казанок. В казан наливаю небольшое количество растительного масла. Так как у меня мясо с жирком, я его буду обжаривать на растительном масле. Если у вас мясо постное, тогда обжаривайте на топленом сливочном масле. И вот сейчас нужно будет дождаться, пока масло хорошо разогреется. Вот от масла идет дымок, значит оно готово к работе. Закладываю мясо. Мясо при жарке часто перемешивать не нужно. Сначала обжариваем на одной стороне до румяной корочки, а потом переворачиваем на другую сторону. Мясо при жарке должно быть комнатной температуры. Тогда оно очень хорошо снаружи зажаривается, запечатывается. И внутри остается такое сочное, мягкое и очень вкусное. При приготовлении тушеной картошки нам также потребуется мука. Муку нужно будет обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета. Мука придает картошке очень красивый цвет и густоту соусу. Муку обжариваем на умеренной температуре. Если обжарить на высокой температуре, тогда она начинает очень быстро гореть, и вкус картошки будет такой пригорклый, горьковатый. Мука обжаривается где-то около 25 минут при умеренной температуре. Обжарка мяса на одной стороне длилась где-то около 7 минут. Переворачиваем на другую сторону. Как только мы мясо перевернули на другую сторону, посмотрите, оно стало отдавать свои соки. Нужно ждать, пока вот эта вот жидкость вся выпарится, и потом мясо начнет жариться. Как только мясо обжарилось и вы на дне увидели масло карамельного цвета, такое коричневое, добавляем сюда лук. Вот посмотрите, мясо с лучком хорошо закарамелизировалось. Теперь добавляю сюда порезанную морковь и сладкую паприку. Обжариваем около 2 минут. Добавляю сюда томатную пасту, 2 столовые ложки. И продолжаем жарить до тех пор, пока не запахнет жареными помидорками. Томат придаст мясу нежность, также цветовая гамма тушеной картошки будет очень симпатичная, приятная кислинка. Теперь добавляю сюда 125 мл
красного сухого вина. У меня портвейн. Можете добавить любое столовое вино. Тушим где-то около 3 минут. Теперь добавляем обжаренную муку. Посмотрите, какого красивого цвета она у нас получилась. Да-да, именно такой она и должна быть. Заливаю все кипятком. Содержимое кастрюли довели до кипения. Посмотрите, какой соус у нас получился, в меру густой, несмотря на то, что мы добавили сюда 5 столовых ложек с горкой муки на 1,5 литра жидкости. Обжаренная мука не дает такой густоты, как если бы мы ее, к примеру, не зажарили. Поэтому очень важно довести муку до карамельного цвета на умеренной температуре. Обжаренная мука хорошо, она не содержит глютена. Поэтому, если вы на диете или не переносите, к примеру, глютен, можете смело есть это блюдо. Теперь добавим сюда картошку. Ну и вот я такая умная девочка, одну картошечку не разрезала. Вот так и справилась. Если вы добавили картофель мягких сортов, тогда рекомендую сразу солить. Если картофель твердых сортов, тогда сварите его до полуготовности и потом посолите. Соль по вкусу. Также добавляю чуть-чуть черного перчика. В конце варки мы тоже его добавим. Накрываю крышкой, довожу до кипения, а потом ставлю на умеренную температуру и готовлю до готовности овощей и мяса. За 5 минут до окончания тушения картошки добавляем любимые специи. Я готовлю стандартную версию тушеной картошки, поэтому добавлять буду сюда черный перчик по вкусу, 3 листика лаврового листа. Лавровый лист очень ароматная приправа. Я советую его через 20 минут вытащить, потому что он может испортить вкус картофеля, если долго лежит. Добавляю сюда укроп, мелко порезанный зеленый лук и чесночок. Красную паприку, где-то чайную ложку. Паприка сладкая. Пробуем на соль, не досолили, значит досаливаем. Всего здесь в меру. Картошка, мясо, соус, полная гармония, густота. Все отлично. Картошечку также можно стушить на восточный манер. К примеру, если вы добавите сюда зиру, кориандр, остринку, то получится у вас тушеная картошка по-восточному.
европейская картошечка, можете добавить сюда по вкусу мускат. Но мне нравится вот стандартно приготовленная картошка, которую я ела в детстве. Вот эти вот вкусы детства, они остаются, они шагают по жизни с нами. И теперь вот накрываем крышкой и даем хорошенько картошечке настояться. Отключаю плиту. Блюдо настоялось под закрытой крышкой. Вот, посмотрите, какое сытное, необыкновенно вкусное и ароматное оно у нас получилось. Стандартное сочетание продуктов и никакого волшебства и магии. И перед вами блюдо, которое так зацепит ваши вкусовые рецепторы, что вы будете его готовить снова и снова. Вот и все. Вот и вся любовь. Да, еще готовьте с душой. Это тоже придаст блюду необыкновенный вкус. Хорошее настроение, душа. Все это очень важно в приготовлении пищи. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.